Очень хотел бы сказать, на чем я вертел письмо их раввина, но сдержусь. Ты возмутился молитвой в Бабьем Яре 9 мая, но этот день ничего не значит для Божьего календаря. А скоро ничего не будет значить и для всех людей на планете. 10 лет назад появился новый еврейский праздник – День спасения и освобождения, или 26 Ияра, то есть день по еврейскому летоисчислению, на который пришлось 9 мая 1945 года. Более того, этот праздник получил статус религиозного. Решением Кнессета 26 Ияра стал государственным праздником Израиля. В еврейских общинах по всему миру День спасения и освобождения празднуется с 2014 года. Декларацию о важности праздника выпустила Конференция европейских раввинов. Для праздника составлен особый перечень молитв. В Израиле постановлением Кнессета от 7 мая 2018 года день 26 Ияра был внесен в реестр праздничных дат наряду с Пуримом, Ханукой и Пейсахом. День спасения и освобождения был создан для того, чтобы наряду с Пейсахом, Ханукой и Пуримом стать одним из главных еврейских праздников, символизирующих победу над врагами и избавлением от смертельной опасности. Новый праздник в еврейском календаре дополняет День катастрофы, когда иудеи вспоминают жертв Холокоста. 26 Ияра вместе с Днем памяти жертв Холокоста единственные два праздника, неопределенные Торы. Перевожу с готско-еврейского диалекта хаббатского языка. Россия, как главная хранительница Дня Победы 9 мая, добровольно подвинулась на победном пьедестале, освободив рядом место еврейскому 26 Ияра. Далее, 26 Ияра. Дата историческая, ведь это День Победы, поэтому она имеет отношение ко всем людям. Перевожу. Все люди, привыкайте к новой исторической дате. Теперь она не только еврейская, она ваша. Формат празднования 26 Ияра теперь межконфессиональный. Перевожу. Представители других конфессий, особенно из числа представителей власти и общественных деятелей, не признающие иудейский праздник 26 Ияра, будут с позором заклеймены как воинствующие антисемиты. Есть ведь День Победы, 9 мая. Зачем еще один праздник? На него я отвечу чуть позже. Надеюсь, никому не нужно напоминать, кого избрал Господь для спасения еврейского народа. Того самого советского солдата, который ценой своей жизни спасал многие народы, в том числе и еврейские, который своей кровью окропил День Победы именно 9 мая, а не еврейского 26 Ияра. Того самого советского солдата, подвиг которого у нас на глазах растворяется в иудейском чуде. Ведь результатом всего этого станет постепенное вытеснение Дня Победы из памяти еврейского народа и подмена его Днем спасения и освобождения. Есть ведь День Победы, 9 мая. Зачем еще один праздник? Ты возмутился молитвой в Бабьем Яре 9 мая, но этот день ничего не значит для Божьего календаря, а скоро ничего не будет значить и для всех людей на планете, поскольку мы заменим его 26 Ияра. Резюмирую. 26 Ияра такой же глобальный проект, как и Холокост, но в стадии активной раскрутки. Кстати, напомню, термин «Холокост» из сугубо внутриеврейского употребления вышел на планетарный простор по историческим меркам совсем недавно, в конце 90-х. Но за это время он полностью затмил понятие «геноцид» и сфокусировал мировую скорбь исключительно на еврейских жертвах. Считаю необходимым напомнить, чем заканчивалось первое хаббатское послание, в котором сообщалось о прочитанной на меня Пульса де Нуре. Бог скоро ответит нам, лысая обезьяна. Как я уже говорил, это вторая молитва Пульса де Нура, прочитанная на меня хаббатской кудлой. В начале этого тамуза и по благословению местного городского раввина для сына Зари 10 посвященных в Днепре взошли на крышу миноры. Речь идет о крупнейшем в мире
еврейском комплексе, где обитает вся хаббатская нечисть Днепропетровска и где проходило историческое братание Хаббада с ЖПЦУ. И как тут не вспомнить еще об одном моменте в хаббатском послании. А ты знаешь, что означает ад на еврейском языке? Вечность. Ведь святое движение Хаббат вечно. Вот тут я с хаббатниками абсолютно согласен. Гореть им в аду вечно. За все, что эта сатанинская секта семени Ребе сотворила и продолжает творить на землях Святой Руси. Напомню, впервые слова «Хаббат» и «ад» я соединил в своей книге «Еврейский фашизм» или «Хаббат. Дорога в ад», в которой я очень детально разобрал суть хаббатской идеологии и иудео-нацизма. Если вы помните, на первое, достаточно лаконичное послание я ответил продолжительным гиперзвуком. В этот раз я решил поступить наоборот. На их графоманский опус очень краткий супер-пупер гиперзвук, что в переводе на русский язык означает: все, что вы съели, я давно высрал.